Эта история основана на реальных событиях. Произошла она со мной в 2007 году. Я армянин, живу в Ставрополе. Всегда был гордым, наглым человеком, как обычный парень из Северного Кавказа. Я никогда не верил в сверхъестественные вещи и даже не думал, что это изменит мою жизнь. Был обычный день, я пришел поздно из школы, так как всегда гоняли после нее футбол с друзьями. Дома поужинав, лег уставший спать. Тут все и началось. Точное время не знаю, но глубокой ночью просыпаюсь с большим предчувствием, что кроме меня есть еще кто-то в комнате. Мои глаза ужасно болели, как будто их намеренно пытались многократно распахнуть во время моего сна. Лежал я на спине, взгляд был направлен на потолок, как вдруг с левой части потолка волнообразным движением в мою сторону направилась чья-то тень. Вот как я запомнил ее, маленького роста, где-то под метр, чуть больше был явно виден капюшон, и очень хорошо наблюдался извивающийся растрепанный плащ, и вся она была черная. Рук не было. Только капюшон и плащ. Как обычно бывает. Мне даже стыдно об этом писать, но я залез под одеяло. Свет включить мне не давал страх. Мне очень было холодно. Но когда стало очень мало воздуха, я высунулся из-под одеяла. И тут началось, как бы глупо ни звучало, но ее черное лицо начало в прямом смысле кушать мое лицо. Смешно. А мне было страшно, как никогда в жизни. Так продолжалось до самого утра, лишь был один способ прекратить это, закрыв глаза, но не мог надолго их закрыть, так как очень болели. Я хотел бы описать то самое чувство, когда она делала свое черное дело. Просто правой рукой изобразите гуся и якобы кусая теребите ею, например, живот. Опять же глупо, но это чистая правда. Утром я был как овечка, дрожащая перед волком, бессонный и испуганный. Я хотел рассказать родителям, но гордость не позволяла. Следующие дни так и прошли. Таким же образом, эта тварь меня мучила. Способ закрывания глаз помогал, но представьте, что монтировкой вам их пытаются открыть. Она летает и вонзается в мое лицо, и звук тоже был. Представьте машину, которую пытаются завести, похожие звуки были в голове при ее нападении. И лишь когда начинает светлеть, она уходит. В школе я рассказал все другу. Он не посмеялся, видимо, мой ужасающий вид все доказывал, что я не вру и говорю правду. Он не знал, чем помочь. Я и не ждал помощи, так как это мое дело и нужно самому что-то делать. Все это уже продолжается больше недели. Была мысль спать на диване, но отец спросит, почему я не сплю на своей кровати, лишь поэтому оставался на своей. За эту неделю я уже адаптировался и мог бороться с нею. Залезая под одеяло, немного закрывая глаза, но впадая в сон, просыпался снова, когда она питалась мной. Я был за эту неделю очень замучен. Родители думали, что я употребляю наркотики и не пускали меня гулять и так далее. Вот я и решился рассказать маме. Да, плача я ей рассказал. На следующий день, проснувшись бодрым, меня уже не беспокоила эта тварь. И последующие дни тоже. Я спросил у матери, что ты сделала. Она сказала, что положила под матрас ножницы. Спустя 4 года друг прислал мне статью, где женщина описывает почти ту же самую ситуацию, которая была и у меня. А позже я узнаю, что это был сонный паралич.